Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад, меня зовут Александра. В этом видео поговорим о том, что делать, если вянет сладкий перец. Думаю, некоторые огородники встречались с такой проблемой у себя на грядке, в открытом грунте или в теплице. Также попробуем разобраться, как бороться с увяданием листьев перца при обнаружении такого заболевания в открытом грунте или в закрытом помещении, например, в парнике или в теплице. О том, какие причины вызывают увядание листьев перца, я рассказала в одном из видео. Ссылку оставлю в описании. Тема этого видео – увядание перца из-за развития грибковых заболеваний. Часто этот диагноз можно встретить под другим названием – вертицеллезное увядание сладкого перца, или, как еще более просто называют эту грибковую болезнь – вилт. Сладкий перец – очень капризный овощ. Он чувствителен и к поливу, и к температурным показателям, и к уровню кислотности почвы. Но вот ее плодородность для перца не очень важна, как, например, для огурцов или для баклажанов. Поэтому перец высаживают часто после других огородных растений, как вторую культуру в севообороте. Бывает, после такой посадки обнаруживается, что перец заболел. Начинается увядание листьев и плодов. Что запускает этот процесс? Высокая температура воздуха и влажность. Именно таковы все необходимые условия для паразитирования микроскопических простейших грибов. Такая картина часто наблюдается, начиная с середины июня и до середины августа, когда дневные температурные показатели приближаются к своим пиковым значениям. Обычно в такие дни огородники и садоводы, видя увядание перца на грядке или в теплице, спешат его основательно полить, думая, что тем самым помогут растению. На самом же деле они оказывают медвежью услугу. При среднесуточных значениях более чем плюс 30, плюс 35 градусов Цельсия наблюдается угнетение развития перца и усиливается его поражение вилтом. По-другому это грибковое заболевание, как вы уже поняли, называется вертицеллезное увядание. Его вызывают 6 видов грибов вертициллиум класса несовершенных. Скажу сразу, не существует фунгицидов, способных полностью вылечить растения. Вы должны это понимать. Возбудитель не может быть полностью уничтожен почвенными фунгицидами. Если вы заметили признаки вилта на кустах перца, вянут верхушки листьев или обвисают нижние листья на кусте, будто бы им не хватает полива, а другие перцы рядом прекрасно себя чувствуют в тех же условиях, можете быть уверены. Это вертицеллезное увядание. Болезнь особенно распространена в южных областях и в теплицах в закрытом грунте. Сначала вянут и желтеют края некоторых листьев, затем может постепенно вянуть и усыхать весь куст. Возбудитель заболевания, гриб вида вертициллиум, лучше всего растет при температуре от 20 до 28 градусов Цельсия. Но он может поднимать голову и при более низких, и при более высоких температурах. Как отличить вертицеллез от фузариоза, еще одного заболевания, которое вызывает простейший гриб-патоген, поражающий посленовые перцы, томаты, картофель, с которым часто сталкиваются и садоводы, и огородники. Симптомы будут практически одинаковые – увядание и усыхание растений, кустов и даже деревьев. Но фузариоз – это гриб, предпочитающий более теплый климат. Он хорошо себя чувствует при температуре выше плюс 24 градусов Цельсия и может жить в почве неопределенно долгое время, без доступа к живым растениям-хозяевам. Осматривая заболевшие перцы, обратите внимание, если растение восстанавливает тургор листьев, то есть расправляет все-таки плечи при температуре ниже плюс 24 градуса Цельсия, значит, это фузариоз. Если же листья на кустах все равно остаются поникшими и при температуре ниже, чем плюс 24 градуса Цельсия, значит, у сладкого перца наверняка вертицеллезное увядание или вилт. Конечно, окончательный диагноз может установить только специалист-микробиолог, который сначала высеет споры гриба в чашку Петри с питательной средой, а потом внимательно изучит выделенную культуру гриба под микроскопом. Но мы, как говорится, будем довольствоваться тем, что можем проанализировать, так сказать, в полевых условиях. Зараженные растения обычно отстают в росте. Листья могут терять окраску, она изменяется от бледно-зеленой до золотисто-желтой и увядают, отмирают и постепенно опадают. К ксилемной сосудистой ткани корней и нижней части стебля
появляются темные полосы, и корни могут загнивать. Осмотрите корневую шейку главного стебля куста перца. Если на ней есть серовато-беловатый влажный налет, значит, это еще один признак грибковой инфекции. Откуда появляется вилт или фузариоз? От зараженных семян, от наличия грибка в почве, принесенного с другими культурами, от переносчиков, пчел, ос, шмелей, опыляющих цветки сладкого перца, от насекомых-вредителей, посещающих ваши грядки. Как только создаются оптимальные условия для развития патогена, он оживает и начинает паразитировать. Что же делать, если перец увядает, и вы уже определились, что это вертицеллез или фузариоз? Самый простой способ борьбы – удалить заболевшие растения с грядки, чтобы гриб не распространялся на другие кусты, проникая к их корням в почве. Но если немного потрудиться, то распространение патогена можно в некоторой степени контролировать с помощью почвенных фунгицидов. Здесь снова хочу акцентировать ваше внимание. Некоторые формы этих микроскопических грибов выработали резистентность, и труды могут быть напрасными. Но все же, как бороться с вертицеллезным увяданием и фузариозом? Что можно сделать, чтобы спасти перцы от увядания? Я сначала помогаю корневой системе перца бороться с грибом. Обрабатываю корневую шейку растения и почву вокруг водным раствором гашеной извести. Вот схема такой обработки. На 10 литров воды надо взять 100 грамм гашеной извести и полученным раствором опрыскать прикорневую шейку растения и почву вокруг. Растения, которые серьезно пострадали, я буквально проливаю известковым раствором под корень, примерно 1 литр на 1 куст перца. Опрыскивание и полив надо делать по увлажненной почве, чтобы не повредить корневую систему растений, а также для быстрого проникновения используемых противогрибковых средств в корневую зону растения, чтобы нанести максимально быстрый вред мицелию гриба. Следующий шаг – некорневая обработка. Опрыскивание листовой массы кустов перца фунгицидами. Это могут быть как биологические фунгициды, например, как у меня фитодоктор, в основе которого сенная палочка или фитоспорин, так и химические фунгициды. В числе самых действенных Previcur Energy, препарат системного действия для защиты от гнилей, который начинает действовать уже через 3-4 часа после обработки, а также Quadris, аналогичный препарат, но этот действует уже через 2 часа после обработки. Существенное отличие одного препарата от другого в том, Previcur Energy – препарат, который больше подходит на этапе вегетации растения, когда плоды еще только завязываются, или же растение готовится к тому, чтобы начинать плодоношение. В фазе плодоношения Previcur Energy уже применять нельзя. Quadris же – препарат, который можно применять и в фазе плодоношения. Плоды после обработки Quadris можно использовать в пищу через 5 дней. Обработку химическими фунгицидами по листу лучше осуществлять с применением прилипателей. В списке хорошо зарекомендовавших себя липосам. Он обладает липкогенными и влагоудерживающими свойствами, что немаловажно, когда растение начинает увядать. Но не надейтесь, что после одной обработки заболевшие вилтом или фузариозом кусты перца выздоровеют. Вынуждена вас огорчить. Они не выздоровеют уже никогда. Если уцелеют, не засохнут, то так и будут жить с этим грибом, пока вы не соберете урожай и не уничтожите остатки растения. Чтобы сладкий перец сохранял свою жизнеспособность, придется до самого конца плодоношения и завершения жизненного цикла растения каждые 7-10 дней обрабатывать его различными противогрибковыми средствами, чередуя их, чтобы гриб не смог выработать защиту от таких средств. К счастью, к извести это не относится. Она просто выжигает мицелий гриба. Вот и все. Но и с ней будьте осторожны. Известь сильно ощелачивает почву, поэтому число таких обработок следует ограничивать. Можно сделать максимум 2 с перерывом, чтобы не навредить растению. Через 2-3 дня после такого интенсивного лечения кусты перца надо осмотреть. Те перцы, которым оно не помогло, придется все-таки удалить, а остальной перец подкормить увеличенной дозой азотных удобрений, чтобы кусты могли восстановить листовую массу и возобновиться от стресса. Лучше всего для восстановления листовой массы подходит карбамид, мочевина или водный раствор аммиака. Эти удобрения содержат только аммонийную азотную группу NH4
В них нет нитратной формы, наводящей буквально ужас на некоторых огородников, наслушавшихся блогеров, в глаза не видевших огород, которые, как они выражаются, занитрачивают почву. Благодаря таким азотным подкормкам растение восстановится быстрее. Но можно использовать и аммиачную селитру, и калийную. Вот схема такой подкормки. 30-40 грамм карбамида или аммиачной селитры, 10 грамм суперфосфата, 10 грамм сульфата калия надо развести в 10 литрах воды. Кусты перца опрыскать по листу в первой половине дня и подкормить под корень из расчета 1 литр минерального раствора на одно растение. Также будет полезно регулярно поливать или опрыскивать кусты перца биологическими препаратами, улучшающими иммунную систему растения и обладающими сильным антистрессовым действием. Это могут быть эпин, янтарная кислота, циркон. В завершение хочу заметить, что многие огородники советуют в качестве превентивной меры для борьбы с вертицеллезным увяданием или фузариозом использовать севооборот. Но поможет ли это? Учитывая долговечность нахождения этих грибов-патогенов в почве, севооборот, как правило, малоэффективен. Чтобы не провоцировать развитие заболевания, надо обрабатывать семена перца перед посевом на рассаду, сажать сорта сладкого перца, которые устойчивы к грибковым заболеваниям, в том числе и к вилту или вертицеллезному увяданию, мульчировать почву вокруг кустов и заселять мульчу сенной палочкой, которая будет угнетать развитие других микроорганизмов. После сбора урожая следует обязательно уничтожить растительные остатки болевшего вертицеллезом или фузариозом сладкого перца, чтобы избавиться от распространения гриба. Лучший метод – сжечь. Это работает вполне надежно. В предзимний период подготовки почвы не забудьте о том, что надо обеззараживать грунт от патогенов путем внесения карбамида и фосфорных удобрений, которые тоже буквально выжигают споры бактерий и грибов, грибные мицелии и личинки насекомых в почвенных пластах. Хорошего урожая! Спасибо за просмотр!